Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня познакомим вас с новой серией радиостанций портативных от компании Kenwood. Называется линейка NX1000. Есть в данной линейке несколько типов станций. Есть чисто аналоговые станции, есть станции цифровые, ну или цифроаналоговые, которые могут работать в протоколе DMR. И есть цифроаналоговые, которые могут работать в NXDN, то есть в Next Stage. У нас сегодня специально для обзора взята станция стандарта DMR, то есть мы ее проверим и в аналоге, и в цифре. Хотим сразу поблагодарить нашего подписчика Максима из города Тольятти, который предоставил данные радиостанции на обзор. Мы будем их официально поставлять, но вот новинка попала к нам через нашего подписчика, а не от дистрибьютора. Сейчас мы тогда проверим параметры данной станции, расскажем о комплектации, расскажем о нейминге. Ну и сделаем соответствующие выводы о данной линейке. Вообще линейка очень интересна, то есть все гибко настраивается, большая функциональность, влагозащита у станции есть, 5 Вт выходной мощности. Я отдельно, кстати, ролик выложу по программированию данных станций, сможете посмотреть. Так, давайте теперь разберемся с неймингом станций этой серии. То есть у нас вот NX1200DE2, что обозначают и какие разновидности бывают этих станций. Ну, то есть NX1000 это, понятно, тысячная серия. Двойка обозначает диапазон VHF. Если будет здесь тройка, то это будет UHF, то есть 400 МГц. Дальше D обозначает цифровой протокол DMR. Если будет стоять А, то это будет аналог, соответственно, только. Если будет стоять N, это будет NXDN цифра. Дальше E, я так понимаю, это модификация данных радиостанций для европейского рынка. И вот это последний символ или последняя цифра означает следующее. Двойка – это усеченная клавиатура и дисплей. Если будет тройка, то это без клавиатуры и дисплея станция будет. И, соответственно, если тут единичка, то будет полноценная клавиатура и дисплей. То есть, ну вот столько разновидностей получается у данной серии. Понять по артикулу, естественно, можно, я думаю, с этим проблем у вас не будет. Так, давайте остановимся тогда на комплектации радиостанции. Вы наверняка знаете, что Kenwood позволяют гибко настраивать первоначальную комплектацию. Соответственно, аккумулятор может быть различным. В данном случае у нас КНБ-45L, это литий-ионная батарея на 1800. Смотрите, кстати, какой нюанс у этой серии есть. Станции удовлетворяют IP55 по влагозащите со всеми батареями, кроме КНБ-84L. Если используется батарея КНБ-84L в комплекте, то тогда станция будет удовлетворять влагозащите и пылезащите IP67, то есть ее можно будет погружать даже в воду. Видимо, у 84-й батареи есть по периметру резиновые прокладки, и, соответственно, станция будет более влагозащищенной. Само тело, естественно, соответствует IP67. Далее, антенна в комплекте тоже может быть различная. В данном случае у нас идет антенна КРА-43GM.
то есть диапазон частот 146-162 МГц. Сразу скажу, мы ее уже протестировали антенным анализатором, и минимальное КСВ находится как раз на середине диапазона, и равно оно 1,6 значение КСВ, поэтому антенна вполне приличная, Kenwood, то есть не подвел, и характеристикам она своим соответствует. Далее идет клипса крепления на пояс, металлическое основание, сама клипса пластиковая, достаточно длинная, то есть на поясе она будет держаться хорошо. Идет набор документации, идет заглушка аксессуарного разъема плоская и заглушка аксессуарного разъема вот с таким вот уплотнителем. То есть если будете использовать какой-то выносной спикер-микрофон, например, можно будет дополнительно еще зафиксировать вот таким держателем, чтобы она у вас не болталась в разъеме тангенты. Ну и зарядные устройства также могут быть различные. Нам предоставил клиент или подписчик наш KSC43, зарядку быструю, одноместную. Естественно, Kenwood выпускает множество как аккумуляторов, так и зарядных устройств, в том числе 6-местные зарядные устройства. Я дам ссылку на сайте, у нас выложен рекламный проспект и спецификация, где указаны все характеристики и, соответственно, набор аксессуаров тоже. Kenwood выпускает к этой линейке множество аксессуаров, не такой широкий ассортимент, как Motorola, но, по крайней мере, все, что нужно есть. То есть и проводные гарнитуры с наушниками, да, и выносной спикер-микрофон с выходом на дополнительный наушник. Вот так вот выглядит, например, я для демонстрации взял KMC45D, называется выносной динамик-микрофон. Вот, для этих станций. Ну, то есть комплектация гибкая, так же как у Motorola, то есть при заказе вы можете сформировать себе какой-то комплект определенный, какой вам нужен, например, без антенны и без аккумулятора, без зарядки, использовать многопозиционную зарядку, аккумулятор какой-то выбрать, либо более дешевый, кстати, КНБ-53, например, подходит, никель металлгидридный на 1400. Это комплект тогда можно удешевить, либо взять 84-ю батарею, самую дорогую, но зато обеспечить влагозащиту. То есть все здесь гибко. Так, по конструкции теперь. Радиостанция собрана на алюминиевом шасси. Вот так вот разнесены контакты питания. Плюсовой контакт находится внизу, сверху находится минусовой. Данная модификация DE2 у нас, соответственно, с дисплеем и с клавиатурой усеченной. Аккумулятор заводится сюда в полозья, защелкивается снизу. Есть дополнительная фиксация аккумулятора. То есть, чтобы его снять, нужно, во-первых, отжать вот этот рычаг и надавить снизу. Тогда аккумулятор выйдет из крепления. То есть дополнительно при падении даже такая система защищает аккумулятор от отстегивания со станции. Динамик находится сверху. Далее сверху у нас на верхнем торце находится разъем SMA-вилка, переключатель многопозиционный, большой такой вот индикатор, многоцветный. Он, кстати, вы можете в программе задавать его назначение. Регулятор громкости, вот эта ручка с правого края, если смотрим на лицевую панель. Здесь у нас крепление для темляка. Клипса поясная крепится на само тело станции. Аксессуарный разъем у нас совместим с аналоговыми станциями Kenwood, то есть вот такой двухштырьковый разъем. Ну и, соответственно, китайцы тоже любят использовать данный разъем. Ну, то есть вот этот разъем, наверное, самый распространенный сейчас на данный момент. С радиостанциями он используется повсеместно.
Так, сейчас я тогда еще измерю, сколько у нас комплект весит с батареей КНБ-45. Так, радиостанция в сборе с батареей КНБ-45 весит 289 грамм, антенна 43, 309 грамм получается совместно, и клипса поясная, все в сборе 321 грамм. Ну, то есть станция легкая с литий-ионным аккумулятором. Так, смотрим управление. Программное обеспечение под данную станцию является одним из самых гибких и многофункциональных. Я вам отдельно ролик по данному программному обеспечению КПГ 6D, оно называется, приведу. Мы сюда, естественно, его включать не стали, потому что данный ролик больше 25 минут занимает, и то мы не обо всем рассказали. То есть станция очень и очень гибко настраивается. Поэтому об управлении говорим следующее. То есть у данной модификации, с двоечкой, есть дисплей. Все кнопки вы можете переназначить самостоятельно, как вам угодно. Мы здесь, кстати, давайте я вам покажу, как станция грузится. То есть напоминаю, что эта станция цифровая DMR. Включаю. То есть она грузится вообще фактически моментально. То есть если сравнивать, допустим, с Моторолой DP1400, ну она просто метеор, эта станция, по сравнению с ней. Так, смотрим, какие кнопки мы назначили. Обратите внимание на озвучку, как она сделана интересно, качественно. Zone 2, Channel 1. Zone 1, Channel 1. Zone 2, Channel 1. Так, на верхнюю кнопку мы сделали регулировку шумодава. Полностью открыт. Давайте сразу на единичку я поставлю для проверки чувствительности. Дальше на нижнюю кнопку. RF low power on. RF low power off. RF low Переключение power мощности. on. Смотрите, здесь еще какой нюанс есть у данной станции. Изначально в программе доступа к меню вообще нет. То есть надо обязательно какую-то из кнопок назначить на включение меню. То есть вот мы назначили кнопочку S. Соответственно, дальше заходите и выбираете нужный вам режим. Естественно, все вот эти режимы, доступность пользователю через радиостанцию назначаются также через программное обеспечение. Поэтому здесь останавливаться подробно на данном тогда не будем. Потому что это все настраивается гибко. Ну и основные мы, соответственно, кнопки назначили. Да, вот на кнопку с символом квадрата мы назначили скрэмблер. То есть он включается на аналоговом канале, соответственно, инверсионный скрэмблер. На цифровом канале на этой же кнопке включается тогда скрэмблер. Zone 1, Channel 1. Ключ. Encryption on. Encryption off. То есть обратите внимание, что все голосовые RF подтверждения low power off. озвучиваются. Это тоже, естественно, все убирается, все ставится без проблем. 2. Верхний регулятор у нас отвечает за 1. регулировку каналов. Можно назначить его, например, для перемещения между зонами аналоговыми и цифровыми. Zone 2, Channel 1. Ну, то есть все в ваших руках. Как вы хотите, так вы станцию и настроите. Переходим тогда к измерению мощности. Переходим к измерению мощности. На аналоговом канале, естественно, будем проверять, как видите, на дисплее буковки L нет, соответственно, мощность высокая. Включаем прибор. Вся шкала у нас будет 10 Вт. Соответственно, надписи у нас внизу, сама шкала сверху находится. Нажимаю кнопку передачи, смотрим. 4 и где-то 0,3 ватта примерно.
Так, ну что, давайте тогда сейчас измерим потребление данной станции. В выключенном состоянии 31 микроампер она всего лишь потребляет, поэтому никаких проблем с подключенным аккумулятором к станции не будет. Так, включаем питание. Аналоговый канал сначала. Так, давайте я тогда статистику. Кстати, вот у этой станции, вы видите, она без озвучки, да, это у нас вторая станция. У нее не запрограммирован режим сохранения энергии батареи. То есть с завода изначально этой установки не было. Поэтому измерим сначала так, потом подключим вторую станцию, у которой есть режим сохранения. Он стоит, там 3 уровня выбирается. Мы поставили самый простой, то есть short. Он поэкономить будет незначительно, но зато и первые части фразы теряться не будут. Так, давайте я тогда статистику сейчас сбрасываю и смотрим 60 сэмплов, сколько станция будет потреблять на приеме в дежурном режиме с дисплеем. Соответственно, модификация DE2 в аналоге. Потребляет она, конечно, прилично. 70 миллиампер сейчас у нее среднее потребление. Так, вот прошло 60 сэмплов, 71 миллиампер. Напоминаю, Safe Off аналоговый режим. Так, давайте я тогда на цифровой сейчас переключусь. Посмотрим, сколько она в этом режиме будет потреблять. Так, в цифровом режиме, в режиме ожидания она потребляет 69 миллиампер. Ну, то есть разница очень несущественна. Так, тоже Safe Off. Теперь включим станцию с режимом сохранения энергии. Так, смотрите, в аналоговом режиме с включенным режимом сохранения энергии у нас 69 миллиампер получается. То есть экономия не очень-то большая, 2 миллиампера всего лишь. Save on. Так, сейчас смотрим цифровой тогда. Так, ну вот здесь экономия чуть побольше, 65 миллиампер мы получили в режимом сохранения энергии Short. Так, теперь переключаемся Zone 2, Channel 1. На аналоговый канал. Ставим максимальную громкость, проверяем, как станция будет потреблять на полной громкости в режиме приема на аналоговом канале. И обратите внимание, будет ли съедаться первая часть фразы, потому что эта станция как раз с режимом сохранения энергии. Принимаем на радиостанцию Kenwood на высокой громкости 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, потребление на высокой громкости составило 327 миллиампер. Так, теперь на выходной мощности, да, на полной, на передачу, сколько станция потребляет, смотрим. Так, 1053 миллиампера. Так, давайте рассчитаем время работы в цикле 5590. Сначала возьмем аналоговый режим без режима сохранения энергии, соответственно 71 миллиампер потребления в дежурном режиме, 327 миллиампер на полной громкости потребляет станция, 1053 миллиампера на передачу и емкость батареи КНБ-45L 2000 миллиампер час. Я, кстати, вначале неправильно сказал, не 1800, а 2000 у нее. Соответственно, в цикле 5590 мы получаем в аналоговом режиме 25,6 часа. Конечно, не очень много, станция достаточно
прилично потребляет, но в общем-то нормально. Теперь, если взять с режимом сохранения энергии 69, да, ну, тут экономии сильно не получится, конечно. Но можно опять же поиграться с более высоким уровнем. 26,4 получаем с режимом сохранения энергии Short. Ну, в общем, результаты такие. Хотелось бы, конечно, чтобы она потребляла поменьше, но все-таки станция цифровая и с дисплеем, поэтому кушает она прилично. Переходим к чувствительности. Так, давайте определим чувствительность. На станции установлен уровень шумодава в единичку. То есть на минимальный порог. Измеряем чувствительность на таком уровне шумоподавления. Частота 145 ровно. Так, включаем тогда модуляцию, включаем высокочастотный выход. И начинаем увеличивать амплитуду. Минус 120 dBm на 145.00. Естественно, модуляция частотная. Так, избирательность. Теперь сначала мы отстроимся на 10 кГц от помехи. От 120 начинаем отсчитывать. Смотрим, на каком уровне сигнала станция откроет шумодав при отстройке на 10 кГц. От помехи. Смотрим. Ну вот, на минус 96 dBm она открывается, соответственно, 24 единицы при смещении на 10 кГц. Так, теперь сместимся на 15 и посмотрим то же самое, да, на 15 кГц отстроились. Ну все, здесь у станции проблем нет, то есть при отстроении на 15 кГц она уже от такой вот даже супер мощной помехи она не открывается, то есть с помехозащищенностью у станции все отлично. Так, давайте продемонстрируем качество приема и измерим максимальную громкость динамика. Сначала в аналоговом режиме фиксируем значение максимальное, смотрим. На радиостанцию NX1000 Kenwood 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заметьте, да, что хлопка шумоподавителя вообще нет. Отлично. Так, аналоговый режим 116,6. Так, теперь на цифру переключаемся. Zone 1, Channel 1. Так, сбрасываем максимальное значение. Фиксируем. На радиостанцию Kenwood NX1000 в цифровом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Transmit from Kenwood NX1000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. DMR mode. Transmit from Kenwood NX1000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналог мод. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по серии NX1000 от Kenwood. Станции нам понравились. Чувствуется солидность изготовления, то есть настоящий Kenwood по сравнению там с поддельными китайцами, естественно, сразу ощущается. Так, по поводу недостатков, как обычно, давайте начнем. Но единственный недостаток, который я в этой станции нашел, это потребление. То есть достаточно высокое, оно 71 мА
потребления, но здесь можно поиграться с режимом экономии энергии. В принципе, как вы видели, первые части фразы фактически не теряются, поэтому можно переключиться и на средний уровень потребления. Но хотя это особо, конечно, все равно там пару часиков вам, наверное, даст в цикле 5-5-90, не больше. 84-ю батарею надо посмотреть, какая она по емкости. Возможно, увеличите время работы заменой на аккумулятор большей емкости. Чем еще хорош Kenwood и вообще данная линейка? Тем, что она позволяет гибко настраивать комплектацию, в том числе, например, выбрать более эффективную антенну именно для своих частот. То есть в данном случае она вот укороченная, да, работает неплохо, но на частоте 152 МГц. Сюда подходят фактически все антенны от Kenwood, например, KRA-26 вы можете подобрать свой диапазон, она более удлиненная и будет работать более эффективно. По поводу преимуществ теперь, что нам понравилось. Во-первых, это программное обеспечение, которое позволяет очень гибко настроить станцию, фактически от нее можно добиться всего чего угодно. Единственное, вот недостаток в ПО я нашел, нельзя на кнопку повесить режим сохранения энергии, то есть это выбирается только в самой программе и на всю станцию, то есть нельзя на каком-то канале включить сохранение энергии, на каком-то отключить его, да, чтобы оперативно слышать, то есть чтобы не было угрозы пропустить какую-то часть фразы. Такого нет, то есть только на станцию в общем. В остальном же станция очень гибко настраивается, все звуки можно отключить, в общем-то, как и у Motorola, да, тоже там, и можно настроить чувствительность микрофона повыше, и включить, кстати, эквалайзер, да, на прием у станции, то есть там очень и очень много настроек, я отдельно вам ссылку на ролик по программному обеспечению дам, можете ознакомиться. Дальше, аналоговый скрэмблер у станции, причем с огромной кучей вариантов, то есть я тоже в программном обеспечении в ролике об этом говорил. Влагозащита с определенным аккумулятором можно добиться даже IP67 влагозащиты, поэтому тоже все отлично. Громкость динамиков в цифре нас вообще удивила. Мы первый раз такую громкость, пожалуй, встречаем у станции портативной, то есть аж 120, в самом конце 125,6, по-моему, да, децибела была громкость в цифровом режиме, то есть, это очень и очень громко. Многие мобильные станции не могут обеспечить такую громкость, как выдает вот эта малышка, и, в принципе, динамик-то не сильно большой здесь по габаритам, да. По чувствительности, по избирательности проблем нет. Мощность 4,3 Вт, хотя заявлено 5 Вт, но здесь может быть все-таки, во-первых, батарея была одна ячейка не полная, да, во-вторых, может быть, наш измеритель чуть подвирает, конечно, в-третьих, может быть, на частотах, допустим, 136 или наоборот, если выше подняться, то мощность будет другая, но вот все-таки 4,3 Вт мы измерили. Далее, и в принципе все. Шумодав можно также регулировать с клавиатуры, это хорошо, и он выбирается именно ступенчато, а не как у Motorola, только глубокий или нормальный, поэтому тоже это плюс. И заметьте, нет хлопка закрытия шумодава тоже даже в аналоговом режиме, то есть тоже это несколько необычно. Обычно станции хлопают при завершении, то есть при отпускании кнопки передачи. Здесь же такого нет. Все, я этой станции поставлю 5, то есть никаких существенных недостатков я у нее не вижу. По поводу загрузки тоже она нас удивила, очень быстро загружается по сравнению с Моторолами или там с той же Калтой. Вот 660 мы недавно проверяли Калту, да, она раз в 5, наверное, дольше грузится, чем эта станция, то есть она вообще включается, все, она уже готова к работе без проблем. Все, у кого вопросы есть по этой станции, задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, это Vivo Telecom. Мы эти станции будем поставлять, то есть обязательно договоримся с дистрибьютором
привести количество на склад и сами возьмем на склад данные станции, они у нас будут в ближайшее время, поэтому следите, на сайте у нас наличие отмечается. Все, на этом заканчиваем тогда. Всего вам доброго, до свидания.